Счастье, счастье, счастье летит. Украшению гороскопа. Кто у нас украшение гороскопа? Конечно, конечно, львы. Украшение жизни, украшение гороскопа. Там, где появился лев, украсит любую вечеринку, праздник, настроение поднимет, шутит очень хлестко. Счастья посылаю вам, мои хорошие. Крепко держимся за позитив, за счастье. Несмотря ни на что, стержень, сила духа. И мы с вами в 23-м году. Ну что, такие знаменательные события, которые будем с вами наблюдать в марте месяце. Это 7 числа транзит Сатурна. Он находился почти 3 года в знаке зодиака Водолей. В знаке зодиака Водолей, правильно я сказала, да, Водолей. И делает транзит в знак зодиака Рыбы. Сатурн делает в знак зодиака Рыбы. А Плутон 23 числа, он долго находился в Козероге, делает транзит в знак зодиака Водолей. Пробный такой вариант делает, потом вернется на некоторое время, вернется в знак зодиака Козерог и окончательно выйдет к концу года на 20 лет. Будет находиться в знаке зодиака Водолей 20 лет, до 43 года, 2043 года. И перемены, которые мы с вами будем наблюдать, не заставят долго себя ждать. Эти перемены сразу начнут происходить с транзитом и окончательным входом в Водолей. Ну и еще одно событие, которое для вас очень значимо будет в марте месяце, это Лилит, куколка Лилит. Ну, мы ее назовем куколка. Поиграем с ней тоже. Это фиктивная точка на звездном небе. Их две фиктивные точки. Белая луна и черная луна. Белая луна – это ангел-хранитель. Черная луна – это Лилит. Колесо жизни, по которому мы с вами идем, вот оно, колесо жизни крутится. И когда появляется Лилит, а она у вас сейчас находится в вашем знаке и будет находиться еще в течение, ее транзит на 9 месяцев, она еще месяцев 7 у вас будет стоять. То есть она только, так скажем, к вам сделала транзит. Так вот, колесо жизни крутится, и Лилит вставляет туда палки, спицы вставляет туда. Иногда, конечно, в виде наших людей. Люди это так себя ведут по отношению к нам. Иногда это неосознанно, не специально так делает человек. У кого-то очень такое примитивное чувство юмора. Напугает тебя каким-то событием, а потом говорит: да нет, я пошутил. Вот, смотри, вот твой паспорт. Тебе паспорт, тебе улетать, тебе близкий кто-то твой, с тобой кто вместе говорит: ты паспорт, мы там были, ты там паспорт оставила, и все, это контора, нам завтра улетать, паспорта нет. Потом: вот паспорт, я пошутил или пошутил. То есть иногда люди очень глупо шутят и смеются над своими шутками. И такое тоже попадается. Но Лилит находится у вас, и она активна в марте месяце. Активно, как никогда. Конечно, Лилит хочет забрать у вас корону, забрать у вас трон. Я там главное, я здесь посажу. Это очень сильно нужно понимать. Это очень сильно чувствуется. Эта подсказка чувствуется. Вот прям настолько неприятно вам, по мелочи что-то, настолько неприятно. Думаете, ну что за ощущение такое? Ну вроде человек ничего, а мне так неприятно. Это к себе. Обращайся всегда только к себе. Не она мне сказала что-то неприятное. Почему я так отреагировал? В чем дело? Только разбирайтесь с собой. Особенно в этот транзит, когда
Лилит проходит по вашему знаку. Итак, мои хорошие, давайте посмотрим теперь поподробнее весь месяц март. Ну а вижу Розану, слышу такие слова. Конечно же, сразу ставлю такой уверенный, красивый лайк. Напоминаю, львы, иногда думаю, что вы просто забываете. Жду от вас уверенные, красивые лайки. Ну, такие же королевские лайки, красивые. Спасибо. Вижу, что поставили. Спасибо. Итак, смотрим. Солнышко будет находиться до 20 числа в знаке зодиака Рыбы. И Солнце здесь не светит, не греет, но очень много набрался опыта, потому что сделал 12 транзитов в течение года. Прошелся по всем знакам и пришел в 12 знак. То есть Солнце, оно не светит, не греет, ничего не показывает, ничего тебе не указывает, не учит тебя, не согревает, ничего. Оно здесь просто очень опытное и сверху наблюдает, посылает тебе подсказки, говорит тебе эти подсказки, открывает врата или окно, а ты войди туда сам, если у тебя есть опыт. Но как-то посылает тебе эти подсказки. Вот такое здесь Солнце. А с 20 числа Солнце идет в знак зодиака Овен. В Овне Солнце – огонь. Сам Овен – огонь, там управляет Марс. Там же стоит Юпитер – огонь. И вы – огонь. То есть, конечно, в принципе, и Солнце до 20 числа, и Солнце после 20 числа. Очень сильная энергия, очень хорошая энергия. До 20 числа энергия, которая тебя подводит, куда-то тебя подводит и дает тебе право выбора. Вот ты обиделся, а почему ты обиделся? То, что человек как-то сделал, это его проблемы. Почему ты отреагировал? Почему тебя это задело? Разбирайся с собой. Вот так вот Солнце, это вот опыт тебе дает. А после 20-го это Солнце, которое просто впрыскивает в тебя вкус жизни, радость жизни, удовольствие жизни, энергию большую дает. И, конечно, вам очень сильно достанется от этого Солнца, потому что оно тоже огненное, то есть ваша стихия. И плюс еще там, конечно же, стоит Юпитер. Поэтому, конечно, транзит и начинается астрологический год. То есть год начинается тогда, когда Солнце заходит в знак зодиака Овен. Начинается астрологический вот этот вот транзит года. Солнце идет транзит по всем знакам. Ну, находясь в этот переход с 20 на 21, 20 числа, когда Солнце уже будет делать переход в знак зодиака Овен, сделает очень красивый секстиль с Плутоном. Очень красивый секстиль Плутоном, яркая, выразительная, вы на пьедестале, вы на коне, вы где-то что-то выиграли, победили, в каком-то участвовали в проекте, в каком-то конкурсе, куда-то отправляли свои работы, куда-то отправляли свое резюме, тут свое заявление, где-то сдавали экзамен, где-то сдавали какой-то тест. Вы получаете грандиозный, хороший результат. Этот секстиль для вас может увенчаться переездом, новым контрактом на работу, продвижением по служебной лестнице, повышением заработной платы, решение какого-то вопроса, завершение или начинание, либо если вы делали ремонт, завершается ремонт, делали постройку, завершается постройка. То есть очень какой-то великолепный результат, потому что секстиль с Плутоном – это какая-то была трансформация, к чему-то вы шли, к чему-то вы готовились, что-то вы много делали, и эта трансформация дает на созерцание, то есть дает какой-то вот такой очень хороший, так как это секстиль, то есть гармоничный аспект дает очень хороший результат. Лилит. Да, прям отдельно посвятить ей какой-то кусочек объяснения. Лилит находится у вас, и она делает, просто с каждой планетой делает какое-то трин, секстиль, что-то как-то дотрагивается, как-то дает о себе знать. Просто очень активно
Лилит в этом месяце. Также она будет активна, то есть дает аспект к Солнцу. Поэтому да, еще раз и еще раз обратить внимание на то, что я не реагирую. Я сначала подумаю, подожду время, перепроверю, и только потом я делаю какую-то реакцию. Только потом я на это реагирую. Только потом я как-то с этим разбираюсь. Но не сразу. О чем бы вы ни услышали, какую бы бумагу вы ни получили, какая бы информация к вам не пришла, сразу не реагируйте. Как реагируют львы? Вы очень реагируете горделивостью. Мое самолюбие, мое эго задето, моя гордость задета. Вот эта реакция у вас идет. У раков душа, сразу вот душа. У кого-то другого по-другому работает. У вас вот именно эго. Лев – это эго. И когда вам где-то что-то, как вы считаете, несправедливо, неправильно, не обидно, у вас ваше эго вам очень неприятно. Эго – это сердце, это гонор, это я. Это не хорошо, не плохо, мы этими категориями не рассматриваем. Это вот так, это присуще этому знаку. То есть ваше эго задето. Поэтому Лилит на что, конечно, на что она опирается? Вот на это эго. Если ты хорошо сделал работу, тебе скажут, не, ну вот как-то так вот ты хорошо, но вот что-то цвет тебе не идет. Угу. Ой, ты прекрасно выглядишь, подстригся, привел себя в порядок. Ой, как-то тебя неровно подстригли. То есть это вот Лилит. Конечно, как что? Это задевает ваше эго. Реакция на это. Поэтому нужно очень хорошо себе сказать, а мне нравится, как меня подстригли. А мне нравится цвет, который я выбрала. То есть, главное, моему эго нравится. Главное, мне устраивает, а не то, как кто-то что-то сказал, донес. И Лилит эти проказы будет выставлять в этом месяце очень активно. Вот дальше идем. Меркурий. То есть Солнце сделает. Солнце такое красивое, когда уже 29 числа сделает, 29-го. Когда Солнце уже находится в Овне. Там находится Юпитер. Там находится Юпитер. Там огонь сам по себе. Овен – это огонь. Все в огне, много, вкуса жизни много, радости жизни много, желания жизни много. И вот на это все, на такой красивый аспект Лилит вмешивается и делает тут тоже, вставляет свое слово. Поэтому, конечно, не реагируйте очень, очень сильно, как-то это задевает внешность. Как-то задевает это вот ваше удовольствие, которое вы в данный момент получаете. Вы получаете какое-то удовольствие, например, вы говорите, что я вот где-то ужинали, было так вкусно, мне так понравилось это, а кто-то вам говорит, ну это не полезное, что ты ела. Ты что, это лишние калории, это же холестерин и холестерин и так далее. И начинает себе вот это удовольствие, которое вы получили, оно вам, кто-то хочет это удовольствие испортить. То есть не поддавайтесь. А мне вкусно было, все, или там мне приятно было и так далее. Меркурий что делает? Меркурий с 19 числа находится в знаке зодиака Овен, а до 19 находится в знаке зодиака Рыбы. И смотрите, Меркурий здесь тоже 19 числа делает транзит в знак зодиака Овен. Яркий там Меркурий. Меркурий, который как ребенок рассказывает. Что-то интересное получил. Если подарок получил, прямо рассматривает скорее открыть этот подарок, получить это удовольствие. Но Меркурий там такой молодой, очень, очень жаждущий, вкусный, интересный, любопытный такой Меркурий. И тоже делает очень красивый, именно когда в знаке зодиака Овен, очень красивый секстиль с Плутоном.
очень красивый секстиль с Плутоном. Солнышко тоже делает. Солнышко, когда делает тоже, когда переходит к Овнам, делает тоже секстиль с Плутоном. Итак, на таком секстиле, да, вы очень хорошие известия вам приходят, очень хорошие события приходят, результат вашего большого какого-то труда, который вы делали. Это ментальный труд, это над чем-то вы работали, что-то вы учебу заканчивали, либо вы преподавали где-то, либо вы обучались или обучали кого-то. Как правило, львы – это абсолютные преподаватели, это сцена, это трибуна, это рассказать, это показать, это научить, опыт свой передать. Вот где-то здесь вы получите просто великолепный, шикарный результат. И этот результат очень финансовый. Вы можете за свою работу получить, вы можете продлить контракт, с вами могут продлить, вы можете на новых условиях возобновить свой контракт. Дальше смотрим, тоже Меркурий тут тоже сделает с Лилит. Сделает аспект с Лилит, так что по Меркурию то же самое. На вот таком прекрасном, хорошем тоне, на таком чудесном аспекте, когда будет секстиль с Плутоном, тут Лилит выдает какой-нибудь подвох свой, сделает, который я еще раз говорю, эго, ваше эго. Ваше эго зависит только от вас. Ничего, просто отрепетировать это, как на сцене, отрепетировать. Если это нравится мне, если это вкусно мне, если это комфортно мне все равно, кто что скажет, что это мне не идет, что это не полезно, что это некрасиво. Мне, мое. Поэтому ничего к другому для львов нет авторитета. Это нормально. Это по знаку так. Это солнце. Солнце – это первое в гороскопе. Это солнце. Поэтому какой для вас, что для вас может быть авторитет? Только ты сам себе авторитет. Это первая планета, но это не планета, это светило. Это первое, что ты рассматриваешь в гороскопе, это Солнце. Где Солнце у человека? Что смотреть, где у него все остальное? Надо первое посмотреть, где Солнце. А ты, когда это первое, кто для тебя авторитет? Только ты сам. Так, мои хорошие, смотрим Венера, да? Венера тоже вся в транзитах. До 16 числа в Овне. Очень много гармонии там, мужской, женской энергии. А после 16 числа идет к себе домой, к Тельцам. Тоже, где она абсолютно выстраивает вот этот баланс, эту сбалансированность. Она у себя находится дома. Она в доме, когда Венера находится, она тоже ищет, чтобы уравновесить две энергии. Венера сама по себе одна не существует, так же как Марс сам по себе один не существует. Мы просто 50 на 50. Марс и Венера находится, мужская и женская энергия у нас с вами всегда 50 на 50. Какие-то определенные годы жизни, события жизни, гормональная система по-всякому, и ты никогда не знаешь, как отреагирует твоя гормональная система. Иногда в эту сторону больше гормонов, иногда в эту сторону больше гормонов. Конечно, когда они в балансе, это совершенно другая картина. И вот Венера, которая находится и в Овне, а потом делает транзит к Тельцам, вот этот вот баланс всегда есть. И очень делает красивые секстили, очень красивые соединения. Секстиль делает с Марсом. Это гармоничный аспект. Секстиль делает с Сатурном, с учителем, с опытом. Гармоничный аспект. Соединяется с Юпитером, пока будет находиться в Овне. Соединение – это самое прекрасное между собой взаимодействие планет. То есть по Венере, а Венера – это удовольствие, это радость, это счастье, это наслаждение, это финансы, это партнерство, это люди вместе, это удовольствие, которое ты получаешь, эстетика, это все по Венере. И здесь Венера в этом месяце тоже очень она активна и активна в позитивном аспекте. То есть она выстраивает не выстраивает ни одного противоречия, ни одного конфликтной никакой ситуации, никакого напряжения. Она выстраивает очень-очень красивые соединения и секстили, но опять 23 числа выстроит квадратуру, дисгармонию, то есть конфликт с Лилит.
Почему я говорю, что в этом месяце необходимо вам сделать акцент на Лилит. Венера тоже в таком настрое, в таком пребывает хорошем состоянии, и все-таки Лилит сюда тоже хочет каким-то образом влиться. То есть это чистое вот от всего, что перечислила, радость, счастье, удовольствие, финансы, все от этого вот, от всего сюда она вставляет свою какой-то свой разлад. Купил какую-то вещь, сохрани, конечно, билл, сохрани чек, потому что, может быть, тебе завтра не понравится. Ты встанешь, тебе не понравилось. Но это, как правило, такое мгновенное. Оно тебе идет. Ты с удовольствием, ты купишь эту в радость, ты в удовольствие купишь. Но вдруг как-то даже, может быть, кто-то, может быть, скажет, а может быть, даже и сам подумаешь, у меня уже такая вещь есть, она мне не нужна. Как-то ты ее прикладываешь, какое-то, только ты получил от этого радость, удовольствие, и вдруг приходишь домой и думаешь, как я мог купить, я это нет. Это вот такие вот чуть-чуть перепады, которые абсолютно регулируется. Тоже этот сам по себе все аспекты, которые делает Лилит, они очень короткие, кратковременные, они расходящиеся, эти аспекты. Ну и 30 числа Марс делает транзит в знак зодиака Рак. Он долго находился в Близнецах, 7 месяцев, и делал там ретроградное движение. И делает транзит в знак зодиака Рак. И энергия здесь абсолютно другого характера. В Раке прибывает Марс, энергия, чувствую, я очень чувствительная энергия водной стихии, но для вас это такая закрывается энергия, вы ее включаете на экономный режим, вам хочется ее сберечь, вот вам прям вот не хочется, вам хочется вот к себе, на себя, для себя, больше отдохнуть, больше побыть самим собой. После 25 числа вы ее захотите немножко собрать, потому что потом пойдет к вам. Для этого вы хотите подготовиться. Вот такой месяц. 7 числа полнолуние будет в знаке зодиака Девы, а в полнолуние в Деве это всегда очень чистоплотное такое. Ментально ты чистишься и, конечно, физически. Полнолуние в Деве. Хочешь любви? Иди помойся, руки помой. И все остальное. Хочешь любви? Не надо меня ни с кем сравнивать. Не надо почисть все. Любовь – это вот это состояние, которое требует чистоты. То есть вот такое полнолуние, я о нем буду делать отдельно видео. А 21-го будет новолуние в знаке зодиака Овен, просто роскошное. Там будет Солнце, там будет Юпитер, новолуние, новый астрологический год начинается, так что тоже сделаю отдельное на него видео. Вот такой месяц для вас, мои хорошие. Ну что, бесконечно вас всех уважаю. Спасибо за поддержку, спасибо за лайки. Львы, забываете, мои хорошие, забываете. Я отношу это к тому, что просто забываете, поэтому напоминаю вам. Вижу Розану, слышу такие слова, конечно же, сразу счастливый лайк. Бесконечно вас уважаю, обнимаю, пока.